привет, меня зовут Алина, и я записываю первое видео в 2023 году. Поздравляю всех вас с Новым годом. И да, конечно же, я хочу поделиться с вами тем, как я буду в этом году ставить цели на 2023. Мне кажется, я более серьезно к этому подошла в плане планировки именно целей, анализирования своей жизни и того, что я хочу сделать и делала в принципе. Обычно я всегда ставлю цели в январе, сегодня 10 число, и я отдохнула и готова врываться в новый 2023 год. Он будет прекрасным. Я надеюсь на это. Кстати, напишите обязательно в комментариях, поставили ли вы цели на этот 2023 год. Мне будет очень интересно почитать. Покажу вам мой новый ежедневник. Он просто прекрасный. Бренд Фалафель. По-моему, они производятся в России. Да, сделано в Москве. Там был еще черный-серый. Я выбрала светлый, потому что у меня был до этого черный ежедневник. Я его не закончила, к слову. И не хочу его заканчивать, он мне надоел. Хорошо, что я купила его недатированный, потому что это прям ежедневник. В нем линеечку прописаны, часы, где вы можете заполнять, в какой час вы что будете делать. Я, конечно, их игнорировала. Также там был календарь и так далее. Это просто блокнот, то есть это не ежедневник. Я его просто ежедневником назвала, потому что я буду его использовать как ежедневник. Он в точечку, это очень-очень-очень удобно, как мне показалось. Наконец-то я к этому пришла. Единственное, что он будет очень сильно пачкаться, но я его хочу украсить наклейками. Прежде чем ставить цели, я обязательно их продумываю. А также я сделала колесо баланса жизни. По-моему, я делала это второй раз в своей жизни, и это безумно мне помогло составить цели и продумать их еще лучше и глубже, потому что я буквально вижу все свои сферы, которые для меня важны. Их тут 8, можно писать 10, сколько угодно, чтобы вам было комфортно. Я посмотрела примеры в интернете и выписала то, что захотелось, и то, за какими сферами я решила следить в своей жизни. Это было довольно интересно, и теперь я вижу, в каких сферах у меня просадки, а в каких все в целом плюс-минус норм. Настоятельно советую вам сделать точно такое же колесо баланса жизни, потому что это удобно хотя бы минимум раз в год, вот когда ставите цели, видно, очень хорошо видно, что и как, и в каком состоянии. Исходя из этого, можно уже анализировать и ставить цели на Новый год. Но я решила еще добавить 100 желаний. Я увидела это у одной блогерши, вообще я слышала об этих 100 желаний. Я, конечно же, не написала еще 100, но несколько я уже выписала. Это очень разные желания, такие как можно выполнить за 5 минут, или которые выполняться будут несколько месяцев, а то и лет. И я думаю, у вас тоже найдется хотя бы 50 желаний, и потом их выполнять. И видеть эти галочки, это на подсознании, мне кажется, работает очень круто. Например, у меня есть желание, я его даже выписывала в целях на год, это встретить рассвет в горах, и я реально не могу выполнить его уже несколько лет. Поэтому я решила его вписать в список 100 желаний, чтобы не было каких-то конкретных дедлайнов. На самом деле, раньше я ставила просто невообразимые какие-то цели, которые я не могла выполнить, будучи в своем возрасте и всего лишь за 1 год. Поэтому сейчас я более адекватно отношусь к постановке целей, которые я реально хочу выполнить и которые я смогу выполнить за этот год. Я написала цели, и мне это заняло 2,5 странички, серьезно. Вот. Я сейчас посчитала в процентах колесо баланса, и у меня вышло 47,5% из 80%. Чуть больше половины, и мне кажется, это не очень хорошо. И нужно хотя бы, чтобы как минимум 55-60% было, и тогда ты плюс-минус в жизни будешь чувствовать себя благополучно как-то. Благодаря этому колесу я разбила на 4 основных категории сфер моей жизни. Их совместила, чтобы не на каждую писать, потому что там их целых 8, я разделила, просто совместила их на 4. Первая сфера — это учеба и изучение нового. Здесь я вписала сдать на права и изучать английский. Если вы меня видите не в первый раз и уже видели мое видео про цели на прошлый год, то вы знаете, что я писала туда сдать на права. Короче, да, я не сдала в том году, как планировала. И видите, ничего страшного со мной не случилось. Следующая сфера — это работа и хобби. Я не буду вам все цели называть, я больше, наверное, сферы скажу, потому что все-таки цель — это что-то более личное.
Вот, я вам просто пример показываю, что именно ставлю я. Третья сфера — это отношения, семья, друзья и яркость жизни, отдых. Я решила это совместить, потому что, мне кажется, наша яркость жизни все-таки зависит от окружения. Ну, естественно, не вся. Отдых, может быть, и в одиночестве я просто решила совместить, потому что, мне кажется, это более совместимо, потому что мы отдыхаем с семьей, с друзьями, со своим молодым человеком. В общем, у нас всегда отдых идет в компании какой-то. Если у меня тоже очень интересные цели, но, в принципе, я хочу создавать интересные поездки, события, классные встречи, ходить в красивые, интересные места. У меня есть небольшая такая цель — отметить 2024 год в Москве. Очень мне почему-то захотелось, наверное, потому что я кучу посмотрела фотографий классного катка, все в огоньках, и мне очень захотелось встретить Новый год именно в такой атмосфере. И последняя сфера — это здоровье и ментальное состояние. Я думаю, это очень совместимые две сферы. Я хочу продолжать налаживать питание, продолжать следить за своим здоровьем, сдавать анализы, смотреть, что как, и более углубляться в свое здоровье, потому что вообще мне нравится и интересная тема питания, нутрициологии, поэтому, мне кажется, в этом году я еще больше открою для себя нового. Это даже можно записать как изучение нового. Также здесь режим сна, спорт и попробовать медитировать в этом году. Не знаю, возможно, у меня получится. Мне кажется, просто это в каких-то моментах мне поможет. В общем, это все мои цели. Ну и в целом я хочу в этом году попробовать чаще вести ежедневник, чтобы он мне помогал видеть процессы и мои достижения какие-то. Поэтому я хочу добавить трекеры привычек, а также месячные плавающие задачи. Ставить себе без каких-то дедлайнов, чтобы не на каждый день себе писать какое-то дело, просто чтобы я видела, что в этом месяце, допустим, я должна сходить к стоматологу, сходить за какими-то документами и так далее. То есть у меня есть определенное дело на этот месяц, потому что до этого я держала это все у себя в голове и было очень неудобно. И насчет еще трекеров, я, допустим, хочу ввести трекер на открывание ежедневника, на ежедневное открывание ежедневника, чтобы просто открыть его, посмотреть. Естественно, когда я буду открывать ежедневник, у меня глаза что-то зацепится, и я обязательно что-то в нем напишу, выделю и заполню. Также трекер на спорт, режим сна, фильмов и сериалов. Очень хочется мне посмотреть в этом году побольше фильмов и сериалов, потому что у меня с этим какие-то проблемы. Ну и также я хочу вести трекер витаминов, которые я принимаю. Возможно, конечно, трекер к концу года поменяется или добавятся новые, но пока что я ставлю то, что я сейчас озвучила. В целом все, это все, что я хотела рассказать. Давайте с вами украсим ежедневничек сейчас наклеечками. Не знаю, надеюсь, красиво получится. Просто он должен быть каким-то индивидуальным для меня. И я обычно свои ежедневники никогда не украшала. Они у меня были однотонные, либо с каким-то рисунком. Так что сейчас это исправим. Я вот здесь достала себе всякие наклейки. У меня есть классные наклеечки с Hello Kitty и также пластырь Hello Kitty. Это мне дала Карина, конечно же. Также известные наклейки от Тинькофф с Рик и Морти и Геншин. Я, вообще не знаю, еще какие-то стикеры старые есть. Сейчас я что-нибудь сделаю сюда. Вот что мне вышло. Я знаю ребят, которые любят минимализм. Простите меня, пожалуйста. Закажите себе такой же ежедневник и не трогайте его. Но я очень захотела наклеить наклеечки. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы вдохновились и замотивировались им на постановку своих целей. Желаю вам энергии и терпения. Главное, будьте просто счастливы и радуйтесь мелочам, потому что ради этого мы и живем. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Я вас очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на канал, на мой инстаграм. Всем пока-пока. С вами была Алина, и до новых встреч.